Zombie Apocalypse. Всем привет, дорогие друзья! С вами это Неок Gaming, или это Неок. Hello everyone guys, welcome back to our channel to another music reaction video. This is Not OK Gaming, or это Neok Gaming here. И сегодня у нас Sabaton The Unkillable Soldier. Новый релиз от шведской банды, нашей всеми любимой, про неубиваемого солдата, а именно Адриана Картона де Виара пойдет история. Британский офицер, сначала солдат, потом офицер, который прошел 3 войны, сначала Англобурскую войну в Южной Африканской Республике, колониальную войну Британской империи, затем Первую мировую войну, затем Вторую мировую войну. Примечательно то, что этот офицер был без одного глаза и без одной руки, и поэтому в историю вошел как под прозвищем «Неубиваемый солдат», который повидал все и повидал всю боль, страдания, трагедии, лагеря, тюрьмы и так далее. Всю жестокость войны. И спасибо, опять же, Сабатону за такие вот истории, вроде бы, как они это умеют делать, это чисто вот их гениальная фишка, находить в истории таких людей, такие ключевые моменты, на которые много внимания не особо обращают, а они напоминают об этих исторических фактах, чтобы люди помнили подвиги каких-то людей, каких-то народов, знали имена своих героев и так далее и тому подобное. То есть очень много забытых историй, которые не освещаются так в прессе, в новостях, в книгах, а они берут, про них пишут песни, и про них сразу же подогревается интерес к этим историческим фактам, событиям и так далее. И потом уже по ихним песням могут издаваться книги и так далее. То есть очень большой респект за это Сабатону. Так что давайте послушаем, кто такой неубиваемый солдат, Unkillable Soldier. Поехали. 3, 2, 1. Стартуем. Британский флаг. Вот так вот сдвинусь.
Интересный факт, да, что припев исполняет Ниоаким, да? Это очень интересный факт. Очень-очень редко такое происходит. То есть он больше отвечает за повестку, когда происходящее, он в куплетах рассказывает нам всю эту историю, а припев поет не он, что очень своеобразно, очень специфично. Не так много таких вот песен у Сабатона. Это одна из таких немногих. У них вот это вот в последнем альбоме практика, что Йоким начал начал своим коллегам тоже давать немножко попеть и в припевах, и в куплетах. Очень интересная история. Очень интересная история. Кажется, что вот именно с таким припевом такой ритм у песни, он как будто бы более такой веселый. То есть не чувствуется, да, не чувствуется трагедии какой-то, вот как серьезности и трагедии какой-то, да, как обычно вот про войну, вот эти все песни, либо с таким надрывом у них идут, да, с таким динамикой, сильными гитарными рифами, плюс под мощные барабаны, они все это обычно замиксовывают, и получается такой серьезный хитяра именно под тематику самой песни. Здесь как будто бы такая немножко расслабляющая история идет. Не знаю, может это лично мое такое наблюдение. Давайте до конца дослушаем. Реально. Шли гитары. Сир Адриан Картон де VR. Да. А ну еще раз до конца. То есть вторая часть, вторая часть уже где-то после половины трека уже более всякая, более динамичная уже, и Йоаким больше к припеву подключился, и слышали гитарное соло. То есть немножко прибавили. Но все равно такое ощущение, вот смотришь клип,
ну, как это назвать? Ну, не сатирой, сарказмом, сатирой, какой-то с юморком, да? Такое впечатление клип, что ребята, показанные из Сабатона, пытаются его постоянно убить, а он все или оживает, или он не умирает, не умирает, не умирает, не умирает. Интересно, интересно. Такая вот своеобразная история, как она показана. Своеобразная. Может быть, кому-то оно и не понравится. Может быть. Но, эм, как говорится, я думаю, оно все равно зайдет, потому что альбомом на то и альбомом считается, потому что у тебя должна быть в одном стиле песни. Ты не можешь выдавать в альбоме все песни в одном стиле, как мне кажется, тем более в 21 веке. Оно, может быть, и зайдет, ну, но будет такое двоякое ощущение, когда выходит альбом, когда выходит такая разнообразная стилистика, как вот конкретно вот эта история. Понимаю, что ребята супер талантливые и хочется новых историй в разных стилях. Вроде бы, как можно разнообразить Power Metal? Вот вам пример, как вот можно разнообразить Power Metal. И почему бы и нет, почему бы и нет. То есть не обязательно всегда быстро, динамично, там мощный припев и так далее. Вот вам пример Power Metal тоже. Мне понравилось. В плейлист добавлю, почему бы нет. Да, это не самая, как, конечно, суперская, скорее всего, их песня, но почему бы и нет? Почему бы и нет? Очень даже хорошо. И опять же, спасибо ребятам за конкретно рассказанную историю. Я до этого, допустим, не знал это. Хотя, в принципе, историей плюс-минус интересовался, там, особенно там, первый не так больше мировой войной, там, второй, что-то какие-то факты там плюс-минус чуть-чуть знаю. А вот это вот еще какие-то знания в копилку. Можно сказать, да, они не пригодятся, но... А может и пригодятся. Почему бы и нет? Вот такая вот реакция, такие вот чувства после этой песни, как говорится, разнообразный power metal. То есть такой, а есть и такой. Выбирайте, какой вам больше нравится. Подписывайтесь на канал, на YouTube, Twitch, Instagram, Telegram. Все анонсы пытаюсь сейчас в Telegram кидать, стримы проходим на Твиче, на Ютубе Dark Souls, трилогию. Я думаю, сегодня-завтра добьем первую часть, останется две. До выхода Elden Ring 2 недели, уже меньше, нужно торопиться. Я думаю, справимся с задачей, поэтому заходите на трансляции по трилогии Dark Souls и потом по Elden Ring, кому интересно. И ставьте также лайки, дизлайки, все что угодно, комментарии, отвечу на все. И задавайте вопросы, также не стесняйтесь. От себя, как обычно, хорошего настроения, добра, здоровья, берегите себя. Увидимся до следующего раза. С вами был Танек. Пока.